Добрый день, дорогие мои зрители. Это телеканал «Домашнее похудение, здоровье и питание». Меня зовут Юнова Натали. Узнаете закадровый голос? Тема сегодняшней нашей передачи будет необычное знакомство. Я думаю, что совершенно справедливо, когда вы слышите закадровый голос, интересно познакомиться с самим человеком. Тем более у меня появились подписчики. Канал у меня довольно-таки молодой. Я хочу поблагодарить своих подписчиков. Спасибо большое за внимание, за доверие. Я буду стараться работать дальше. И цель нашей передачи, еще раз повторюсь, что это будет знакомство. Меня зовут Юнова Натали, мне 44 года. Давайте я построю монолог таким образом. Вначале я вам расскажу о себе и о своей семье. Почему я расскажу о своей семье? Потому что мы все пришли к одному мнению, что необходимо правильное питание для того, чтобы подправить свое здоровье. Проблемы со здоровьем были у нас у всех. В конце передачи я вам расскажу про свой канал, про планы его развития. Поскольку он у меня молодой, ему всего лишь 3 месяца, я вам расскажу, какие темы я планирую в дальнейшем раскрыть и вообще, что я буду делать на этом канале и как работать. Если вам будет интересно, пожалуйста, подписывайтесь, я буду только рада. К программе «Здоровое питание» мы, конечно же, пришли не сразу. К этому мы шли 3 года. И конкретно мы взяли за здоровое питание буквально с прошлого года, с осени. В свое время я весила 117 килограмм. Сейчас я вам покажу фотографию. Это фотография 2019 год, лето-июль. Жизнерадостная женщина с кучей заболеваний. Давайте я сделаю для сравнения 2 фотографии, сфотографируюсь сейчас в реальном времени. Пока веду передачу. Правая фотография была сделана 11 месяцев назад. А это фотографии моего отца. Весна 2019 года и весна 2020 года. Как вы посмотрели по фотографиям, да, разница в 11 месяцев существенная. Почему я показала отца? Потому что вся история о здоровом питании с него и началась. Я была полная, и мне, извините за выражение, было как-то фиолетово. Но крупная комплексов у меня никаких не было. А то, что у меня была куча заболеваний, я об этом не задумывалась и не придавала особого значения. Что касается меня по заболеваниям, это хронический панкреатит, хронический пилонефрит, хронический холецистит, гинекологические заболевания, гемангиома позвоночника. И в конце концов мне уже ставили предраковое состояние и предрекали куча операций. Как на позвоночник, так и по-женски тоже все хотели вырезать. Но не было ни до этого. Я, как говорят в фильме, помните, мы бодры, мы веселы. Нам не до этого, куча дел, не до своего здоровья. Но история началась на самом деле с моего отца. Не зря я показала фотографию. После сильного стресса он начал сильно набирать вес, причем активно. При росте 174 он весил 138 килограмм. К врачу его невозможно было отвезти, он человек военной закалки и всегда говорил, что я себя чувствую нормально. Он не замечал того, что пройдет 100 метров, у него тяжелейшая одышка, у него настолько был обильный пот, что майку, футболку реально можно было выкручивать, и текла вода. Также не обращали внимания. Ну, тяжело, ну, кушает человек, ну, хочется, ну, пускай ест, господи, да что, жалко, что ли. Потом пошла проблема такая, что у него периодически из носа начала идти кровь. Причем кровотечение носовое участилось. 2 раза в неделю это стабильно. Я призадумалась и, как говорят, не мытьем, так катанем, уговорила его пойти к эндокринологу. Когда мы пришли к врачу я начала рассказывать, что меня беспокоит, что у моего отца кровотечение из носа очень часто и одышка. На месте врач у отца померил давление. На тот момент у него было 230 верхнее. Причем врач спросил: Владимир Сергеевич, как вы себя чувствуете? Он сказал: прекрасно, замечательно, мне ничего не болит, все хорошо. И вообще, Наталья, пошли домой. На что врач сказал, что у отца может быть в любой момент инсульт, может быть инфаркт, и гипертонический криз у него вот-вот наступит. То есть он был в критическом состоянии, хотя сам он этого не ощущал. Прописали ему таблетки. Тут у меня папа призадумался. И что нам врач посоветовал, помимо того, что пить таблетки, что отцу срочно снижать необходимый вес. Как это делать? Ну, реально я не знала. По большому счету мы начали пробовать всевозможные диеты. Это было 2 года назад.
Мы пробовали кремлевские, безуглеводные, кефирные. Но удавалось сбросить 5-7 килограмм. Как только мы сходили с этой диеты, естественно, вес набирался еще и с лихвой. То есть человек задыхается. Помимо этого я начала задумываться насчет своего здоровья. Параллельно у нас как-то все сложилось, что у моего брата начала появляться аллергия на коже. Он стал расчесывать все руки. У моей сестры началась рвота. Да, кстати, у брата тоже была рвота периодическая. Как они говорили, это все здорово, это организм очищается. Сестру мою рвало желчью. К врачу она тоже не хотела идти. Я сама рвала желчью. У меня была жуткая аллергия на лице, но все как бы нормально. Мы сконцентрировали внимание на нашем отце, поскольку мама у нас умерла, и он единственный человечек, родной, старший, который остался, о котором надо позаботиться. В конце концов, у моей сестры удалили желчный пузырь. Пока мы искали эти диеты, ходили к всевозможным диетологам, эндокринологам, каждый предлагал свою методику, ничего не помогало. И я такой человек верующий, я не знаю, не могу объяснить, как это пришло, но осенила такая мысль. Я в свое время очень часто лежала в больницах. И я стала задумываться, почему в больницах кормят именно вот так-то. Пускай что-то невкусно, да, что-то пресно, но после этого, полежав даже неделю в больнице, я сбрасывала хорошо вес, и причем какое-то время я его не набирала вообще. И я стала читать очень много литературы. То есть сразу хочу вас предупредить, что какого-то медицинского образования у меня нет. Хотя сейчас я очень об этом жалею. То есть это настолько интересно, организм у нас настолько интересный, умный и противный. Забастовки может устраивать. Я это все рассказывала в передачах про похудение. Ну, так вот, я начала изучать активно диетическое питание, столы, и то, что кормят нас в больнице, это питание, это диетические столы по Певзнеру. Я их стала более подробно изучать. В итоге все сводилось к правильному питанию. Где-то больше каких-то ингредиентов, где-то меньше, но в любом случае это должно было быть здоровое питание. Я стала задумываться, в чем же разница между здоровым питанием и диетой. Очень четко я объяснила это в своих видеороликах. Я вам оставлю ссылки внизу под видео. Если интересно, посмотрите. И мы решили попробовать. То есть суть питания: мы кушаем все, но считаем калорий. Я сама лично взялась за это дело. Сама лично взвешивала каждому норму порции. Что такое норма порции, норма калорий, я также описала в своих видеороликах. Смотрите, пожалуйста, видео. Было невероятно сложно, но я это сделала. Сейчас я уже это могу делать на глазок. И, в принципе, как примерно рассчитать порцию на глаз, я точно так же описала в своем видеоролике про похудение. Кушаем мы также четко по часам 6 раз в день. Для этого мы даже ставили будильники, чтобы не пропустить. Вы даже не представляете, на протяжении первого месяца, особенно первые 3 недели, 21 день, сколько выходило из организма шлаков. И за первый месяц, что я, что мой отец, скинули по 10 килограмм. Это был вау-результат такой. Мы были все на крыльях, все здорово, все замечательно. И чувствовали себя хорошо. У меня перестала болеть спина. У меня по гинекологии стало нормализовываться. Я стала себя чувствовать бодрее. Я почувствовала прилив сил. Как-то мне кажется, что я даже помолодела, я не знаю. Но со 117 я перешла на 107. Мой отец, он перешел на 128 резко за месяц. Мне даже стало немножко страшно. Неужели такое бывает? Потому что я также очень много прочитала информации о том, что резкое похудение очень вредно для организма. А потом у нас вес остановился на месте. И что с этим делать, мы не знаем. Вроде бы и питаемся правильно, и здоровый образ жизни, то есть ходьбу выбрали, да, обязательные прогулки, стоит и ничего делать не хочет. Ну что ты будешь делать? Это назывался эффект Плахто. Как его преодолеть? Тоже массу литературы перечитала, проэкспериментировала. Я также весь свой опыт, проблемы все описываю в своих лекциях про похудение. Смотрите, пожалуйста, мой канал и именно плейлист про похудение.
Если подвести итоги нашего разговора про похудение, то по факту за 11 месяцев со 117 килограмм я вешу 93 килограмма. У меня отец, который весил 138 килограмм, сейчас весит 116. Но нам еще скидывать и скидывать. Работа предстоит вот так вот. Давайте будем худеть теперь вместе в режиме онлайн. Что вам еще рассказать? Даже не знаю. Я вам, в принципе, рассказала, что толкнуло меня и мою семью прийти к правильному питанию. Что касается сестры, когда ей удалили желчный пузырь с камнями, ей предрекали период реабилитации от 3 до 6 месяцев. То нельзя, это нельзя, там лежать побольше и так далее. Благодаря вот этому здоровому питанию у меня сестра прошла период реабилитации за месяц. Что касается моего брата с его рвотой, с аллергическими реакциями, мы тоже забыли, что это такое. Это все давным-давно прекратилось. И слава богу, я очень счастлива, рада за них. Поэтому я решила открыть этот канал «Питание, здоровье и домашнее похудение» для того, чтобы поделиться опытом с вами, чтобы вы не совершали ошибок по диетам, потому что самое правильное это для нашего здоровья это полноценное питание, белки, жиры и углеводы. Тут даже дело не в похудении, похудение идет бонусом. Самое главное, что исчезает куча заболеваний. В свое время, когда мне все хотели вырезать и уже готовили чуть ли не туда, к царю, батюшке небесному, слава богу, я отказалась от всех операций, когда я взялась за голову, слава богу, Бог миловал, я себя сейчас прекрасно чувствую, но моя цель скинуть еще как минимум 20 килограмм. То есть сейчас я вешу 93, я хочу снизить вес до 73. Но, к сожалению, этот процесс долгий, так быстро не сбрасывается. Мы годами наращивали наши жиры, мы годами не задумывались о нашем здоровье. И, естественно, теперь организм, он присматривается, насколько нас хватит. Здоровое питание, которое мы поддерживаем фактически год, с августа 2019 года, и результатом, к которому мы пришли, я очень довольна. А теперь, дорогие зрители, давайте я вам расскажу о своем канале. Почему я его открыла, вы поняли причину, да? Что я хочу делать на своем канале и как работать. Кое-какую базу я уже заложила в канал. Это диетические рецепты, все про похудение. Осталось несколько тем. Такие психологические проблемы, когда мы встречаемся с друзьями или компанией, да, и придерживаемся здорового питания, где есть присутствует алкоголь и запрещенная еда, мы не знаем, как себя вести. Эту тему я хочу поднять. Тему фастфудов, как ни удивительно, там тоже есть диетические рецепты, о них я вам расскажу. И еще бы я вас попросила задавать в комментариях мне вопросы. На все вопросы я отвечаю с большим удовольствием. А на основании большинства вопросов я буду снимать новые передачи про похудение. Давайте теперь поговорим о рубриках, которые будут у меня развиваться дальше. Значит, диетические рецепты я также буду продолжать выкладывать ролики. Про похудение это передачи будут сниматься по запросам. Следующий раздел, который я буду открывать, это диетическое питание по Певзнеру, лечебные столы. Это раздел косметологии. Вы даже не подозреваете, сколько кремов и мазей продается в аптеке совершенно дешево и какую огромную пользу они приносят нашей коже. Своего рода это будут маленькие хитрости, полезные советы. Следующий очень важный раздел – это раздел для диабетиков. Также объясню почему, поскольку у меня муж диабетик, он был инсулинозависимый, и благодаря здоровому питанию мы перешли на комбинированное лечение. То есть один раз инсулин, один раз таблетки. И это ошеломительный прогресс на самом деле, когда у человека диабет был больше 10 лет. Видеоролики у меня будут выпускаться еженедельно на ту или иную тему. Это будет либо среда, либо четверг, в зависимости от моей занятости. Обязательно 2 раза в месяц я буду проводить часовые трансляции, которые будут начинаться в 9 вечера. Первая трансляция у нас начнется 10 июля, а так трансляции будут проходить ежемесячно 10 и 20 числа. Я буду отвечать на все ваши вопросы в режиме онлайн.
В дальнейшем, если канал будет интересен зрителям, если я увижу, что на этот канал люди подписываются, я буду набирать ежемесячно группы людей, по 5-7 человек, которых буду вести индивидуально, если вы захотите. Ну, в принципе, как-то так. Я надеюсь, что мы с вами познакомились, вы меня увидели. Теперь оценивайте меня и мой канал. Вот такая я, какая есть. Это был телеканал «Здоровье, питание, домашнее похудение». С вами была Юнова Натали. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Целую.